Так, ну что, всем привет. Стрим запущен, это значит, что время поиграть в Геншин. Так, все, музыку выключу. Значит, Геншин. И нужно звук Геншина тоже добавить. Потому что последнее, что я стримил, это был Майнкрафт. Все, теперь должно все прекрасно работать. Действительно, все работает. В общем-то, да, сегодня по плану пройти ивентик. Да, пройти ивентик. Но вначале, наверное, я схожу, разберусь с недельными боссами. У меня много смолы. Экспедиции, кстати, тоже надо зарядить. Повторить. Отлично. Это я понимаю, обновление стоящее. Так, кстати, еще я забыл совсем про все вот эти вещи. А где она? Здесь раз. Да, вот она. Что сюда запихнуть? Самое главное вопрос, этих 30, этих 2600. Кстати, а где капкан это для бабочки я поставил что? Или я его вообще не ставил, я забыл про него совсем. Где? А, ну да, я про него просто забыл. Забавно. Отлично. Немножко книжечку опыта дали. Так, ну мне, чтобы пойти на этого, на кита. Мне надо пойти именно на кита сейчас. Надо поменять команду. Вот это. Witness my magnificence! Что я на последнем стриме по Геншину вообще все рассказал про Геншин, что можно было. Сейчас башка вообще что-то не соображает. Ну, так обычно и бывает, когда мало спишь. Но я надеюсь, что я проснусь в ближайшие 15 минут. Дальше поинтереснее пойдет. Ну, короче, что хотел интересно. Буду тоже Геншин вспомнить. Блин, а что атаковать, если его на карте-то нету? Как его атаковать? Вот просто... Как вот разработчик это себе представляет просто? Неплохо правильно не Quietly now. Gotcha. Strike a pose. Так, ну пошла вторая фаза. А у него уже нет. Не слишком громко? Ну, это нормально, по идее. Quietly now. Busted. Here comes the catch. Hey, go away. Let the world collide. Gotcha.
Things are about to get dicey. Quietly now. Gotcha. Еще умудряется не критовать как-то. О, для Нави как раз. Игра намекает, что надо короновать Нави. Это оба материала как раз для нее. Не, прикольно. Я артефакты, кстати, даже не посмотрел. Вообще нужны ли они мне? Самое главное, эти артефакты. Что-то выпало, ты хоть посмотреть. До сих пор не разбирался с этой новой фичей автоблокировок артефактов. Можно, по идее. Я сразу увижу, если что-то интересное. Я пропустил. Защита, вся херня. Не, все. Ничего интересного не было. Ну и хорошо. Главное перепроверить этот момент. Так, идем смирно, не дейлики делать. Дейлики нас не интересуют, потому что ивент все дейлики нам засчитает и так. Надо боссов попахать. Да, короче, начинаем с еженедельного фарма в итоге вместо ивента. Хотя ивент, насколько я понимаю, достаточно продолжительный. Наверное, я сейчас просто вот смолу потрачу и пойду действительно делать ивент. Потом посмотрим, если что, еще эти еженедельные всякие поделаю штуки. Просто надо смолу слить. Я потому что вчера почему-то решил не заниматься всей этой фигней. Да и позавчера тоже лень было. Реально, блин, 80% времени ты проводишь за тем, что ты смотришь на красивые анимации. Боссы уходят под землю куда-нибудь, убегают от тебя. Мне кажется, ли этот ракурс еще ближе, чем обычно будет сейчас? Это анимация. Быстро справился. А, там сегодня, получается, уже выложили как раз финальный этот мувик этого ивента. Это значит всегда, что ивент вчера закончился. Вчера был последний день. Ну, именно таймгейтовский. Таймгейт. И все равно. И вот, и как это работает? Объясните мне просто. Ты чё, арма, что ли, по-вашему?
когда... Ладно, не буду. Просто я помню, это единственный, наверное, шутер, ну, точнее, наверное, один из немногих, скорее, шутеров, где пули не пропадают. Где два челика, которые одновременно друг в друга выстрелили, оба получают эту самую пулю от своего противника. Да та же самая история случилась сейчас почему-то. Не знаю уж, как это работает. По идее, ну, если я нанес последнюю атаку, правильно? У него хп закончилось. По идее, у него и анимация, и урон наносимый должен был закончиться, но игра посчитала по-другому почему-то. Уже, кстати, не первый раз такое происходит именно с этим боссом почему-то. Постоянно. Да ладно. Вообще-то да, я не стал себе спойлерить и смотреть, что там. Я единственное, что себе заспойлерил, это совместные фотографии как раз всех участников ивента. Там типа, когда они заканчивают съемки, я так понимаю, они фоткаются. Но это не спойлер, по сути. Хотя, да, тема была закрыта спойлером. Читать я, естественно, не стал, что там пишет по этому поводу. Наверняка все в восторге, как всегда, говорят, ивент 10 из 10. Лучше... Сука, ну вот, блять. Это паскуда, главное, во время босса решила. Я хочу тебе предложить нахуй сходить, ботяра ебаная, блять. A thousand eons, mine to dominate. Stars, shine for me. Сделал. Умнейший. The night is cold. Что я делаю? Просто бегать надо. А, ну, конечно, конечно. Я ж не убегал из рейнджа удара. Угу. Reality is pain. Да, кстати, там забавно какая-то тема пошла по интернету, говорят, Вудуш крутит ботов. Я что-то сейчас реально вспомнил, этот бот пришел рассказывать про продвижение. Хотя этот сразу захотелось пошутить, что Вудуш уже воспользовался этой фичей. Сейчас все стали на него гнать, что он крутит. Жестко причем. Не знаю, правда это или нет. Откуда мне знать? Ну, просто забавно факт того, что начали гнать. Ну, конечно же, да! Да! Прям в ту же секунду закончилось, как только, блядь, как только эта хуйня прицелилась, блядь, и начала стрелять, тут же закончился щит, конечно, да, да, идеальный тайминг прям совпало. Ну, блядь, я не знаю, ну реально, ну как, блядь, нахуй, просто... Вот что можно, блядь, сказать по этому поводу? Вот как просто совпадает постоянно эта хуйня, блядь? Просто всегда, блядь, идеальные ебаные тайминги, сука, у врагов.
ветер на улице, пиздец. Зашелся. Давайте все заново, это ж так классно. Такая механика офигительная с тем, что, блядь, ты должен разбить какие-то хуёвины, блядь. А иначе... Хуй. Not now. No touching. The night is cold. Busted. Insignificant pest. Here comes the catch. Ну а где урон-то? Чё это за хуйня, блядь? У него просто не проходит урон, а почему бы и нет, да? Quietly now. Gotcha. Born of ice and frost. У тебя там, блядь, всего лишь 70% крит шанса. Ни одного крита, блядь, не залетает. Ну, просто потому что, блядь. My guiding stars. Quietly. Елань 0 хп теперь просто, блядь, охуетительно. Чё за день-то сегодня, блядь, такой ёбнутый? Все подыхают, блядь, тайминги какие-то уёбищные. 1000 eons, mine to dominate. Not now. Burn to oblivion. Kneel. The night is cold. Да, на тебя криощит висит, на тебя заморозили. Отлично. Отлично. My guiding stars. Блядь, в упор подойдешь, чтобы эта хуйня The засветилась. night is cold. Reality is pain. Я думаю, может, наверное, уже и можно забивать на этого босса. Потому что, мне кажется, я уже всех персонажей в меру прокачал, кому нужны эти материалы. Good riddance, cruel world. My guiding star. Next on the agenda, no touching. Блять, я уже нажал 3 раза, сука, эти ебучие клавиши. Игра, блять. Cold. Mine to command. The night is cold. All hail. Я говорю, реально, как будто, блять, этот пинг Gotcha. Quietly now. на самом деле в 10 раз больше. I was Просто тебе его не показывают. Я говорю, я постоянно, блин, я нажимаю клавишу, сука, игра не реагирует на это. Так, ладно, хватит душных механик, боссов говна, которые только и делают, что тянут время. Идем смотреть сюжеты, ивенты. Город поручения это мы заберем, подземелье. Блюдо. Кстати, предметы декора, я не знаю, можно походу уже сходить, забрать тоже. Да.
Готово. Да, добавляли там еще этих наборов. У меня валюты этой нету на них толком даже. This realm. Так, а что, ну, они есть новые предметы. Вот это. И вот это. Как раз вчера пару сундуков открывал как раз с этими, с чертежами. И они есть. Счет дейликов просто. Чищу карту потихоньку. Уже на следующую неделю. If you ever. Блин, а где там, кстати, этот ивент стартует квестик-то этот? Чуть не хватает до следующего уровня. Хотя все равно у меня сколько, да, 2 всего. Меньше 10 крутить не буду. Так, а где розовый мушкет? Это оно, да? 3 глава, как раз 3-й день получается, что... Да, ничего не выполнял, естественно. Где-то тут. На чем мы остановились, я, кстати, не помню. Что мы закончили 2-й день. Ну, то есть 1-й день съемок. И... в подземном городе мы что-то выясняли. Только ничего толком не выяснили. Серьезно? Нормально так начинается новый день. Просто с надписью, что прошло несколько дней. We're looking to rap with our 2 main ladies today. I can already smell our success. What do you mean, looking to rap? Это значит, что все сцены с ними будут отсняты. Это значит, что работа с их сценами будет завершена. Oh, aren't you the expert now? This upcoming scene is the 2 musketeers' final confrontation with the Baron. There will be quite a bit of action, but no choreography beyond what we've already rehearsed. Anyway, get ready. Lights, camera, action! The view is beautiful tonight. It reminds me of that fateful night 10 years ago. And now that I've said it, I can even make out the faint fragrance of herbal tea in the air. Enough, villain! It's time that you pay for the death of our mother! My dear Iris, have you forgotten your manners? How can you speak like this to your own father?
I'd sooner swallow all of my teeth than call you father. What did I expect? Seems the daughters have turned out to be just as obstinate as their foolish mother. In this world, Mora and status is everything. She thought she could blackmail me using her children and force me to grant her recognition and concessions? Ah, how naive can a woman be? Mother never asked a single thing of you. All she wished was for us to live a peaceful life, just like the others. It was you who personally brewed the poison of prejudice and sent Mother to her death. Compared to that deadly poison, the 2 bullets that will soon pierce through your heart will be like sweet mercy. And that's exactly why I said you're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? So let's see. What is stronger? Mora and power, or the 2 muskets in your hands? Get them! Tulip! There are too many of them! It'll be okay. We'll cover each other, Iris. And Mother will be watching over us too. Моргнул, и они пропали. To think I'd lose to my own 2 kids. We are no children of yours, and we'll never call that place our home. Then tell me, what did you do all this for? You lost your mother, and will soon kill your father as well. What will you gain in the end, other than sentences for your crimes? We will gain our long-awaited justice. It's over. Finally, it's over. So, where will you go now, Tulip? I'm not too sure, Iris. Maybe somewhere with lots of flowers? After all, Mother always did love going where the blossoms were. What about you? I want to go visit Mother's grave. Yeah, that's not a bad idea. Huh? Tulip, look! What is it? It's Mother's favorite. The rainbow rose. Look, it's blooming again. Excellent! That was beyond mesmerizing. Even I didn't expect the scene to go so well. And we got it in a single take. All right, everyone. We've got a wrap for Tulip and Iris. Congratulations, Ayaka and Chevres! Вы отлично вжились в роль. Thank you. I didn't expect our parts to wrap so quickly. I wish I could savor the experience for just a bit longer. Paimon totally understands. Paimon's not ready to say goodbye to the clapperboard either. Filming has really been a lot of fun. You were great too, Chevres. The way you said, long-awaited justice. It gave Paimon chills. That is indeed my favorite line in the whole book. I still remember trying to act it out in my room the first few times I read it. Whoa, Paimon would have never guessed you're that type. Who doesn't like stories where the guilty are punished and justice prevails over evil? Don't forget, I'm the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Captain, I have something urgent to report. Please excuse me, everyone. I'll be back in just a moment. It's okay, don't worry about us. Oh? Was she whisked away by work already? I was just about to tell her how great she did. It seemed like some urgent official business. Then perhaps we should thank the stars that we were able to wrap both of your parts so quickly today.
Switching around the filming schedule would have been a real pain. Anyway, I actually came over to let everyone know that we're all done for today. You can go home and get some rest. And one last thing, Miss Ayaka. Your acting skills today were immaculate as always. Are you sure you won't consider taking up full-time acting? See, I just happen to know this great troupe that's still looking for a lead actress. Thank you for your kind words, Director Farina. Unfortunately, there are still many matters that I have to take care of back home at the Yashiro Commission. I cannot remain in Fontaine to pursue an acting career. Nevertheless, I will make sure to treasure this incredible opportunity in my heart. Oh, that's a shame. But I understand. Just let me know if you ever change your mind. I believe it's also about time for me to take my leave. But hopefully I'll see you on set over the next few days. Even though my part's wrapped, I'd still like to swing by and help out the crew. See you tomorrow, Traveler in Paimon. Yep, see you tomorrow! Well, what should we do next? Maybe we'll go investigate the case some more with Chevres today. Traveler, Paimon, please come with me. Huh? Where are we going? You could say that our ship has finally chanced upon one of those small, remote islands of intel. Далее. В другом конце. Скайрима. Что мы тут найдем посреди этого? Exhausted. Ничего. Paimon definitely didn't expect having to float this far after a full day of filming. So, Chevres, why did you take us here? У тебя есть новый зацеп? Affirmative. It wasn't anything conclusive, but it should show us a clear way forward. Have you ever heard of someone by the name of Emily? Oh, you mean that famous perfumer? She's a good friend of mine. She's lent me her aid several times in the past to resolve some difficult cases. After I discovered the rainbow rose at the scene of the murder, I sent it to her. After all, she's probably the foremost expert on flowers and scents in all of Fontaine. And then? There was nothing remarkable about the flower or the trace amounts of soil left on it. But according to Emily, the rainbow rose left by the killer was derived from a very rare cultivar. Huh. Paimon didn't know that there were different varieties of rainbow rose. Paimon just thought they grew everywhere in the wild. Flowers that are deliberately cultivated will always show some different features from those that bloom in the wild. We already knew that the rose left at the scene belonged to a special cultivar, but with Emily's expertise, we were able to pinpoint the place where it was first picked from. Oh, Paimon gets it now. So whoever first planted that rainbow rose was probably the killer. Precisely. And after we checked what we learned against some sales records from the past, we discovered that there's only one person in all of Fontaine who could grow and sell this specific cultivar. Really? And who is it? It's the novelist. But didn't you say he had an alibi? To be clear, I haven't changed my mind about him. I still don't think he was the one who pulled the trigger. However, that doesn't mean the true culprit never visited him at his home or never purchased a rainbow rose from his garden. Whatever the case, we will have to confirm a number of things with him. So you mean the next place we need to go is... Yes, we're going to pay him a visit at his home. Я все прослушал, отвлекся.
Ну ладно, походу разберусь. Все равно Пайман по 20 раз повторяет одно и то же. Всегда. That should be his house. There are so many Gardamex stationed around the place. That's pretty unusual, right? According to what he told me last time we spoke, he hired them so he won't be harassed or disturbed. Huh. So there are a lot of flowers in his garden, but Paimon doesn't think we'll be able to pick one without alerting the Gardamex. Right. Which is exactly why I think there has to be a special connection between him and the killer. So, should we knock? Just wait here for now. I'd like to take care of a number of those Gardamex first. But they're so far away. How are you planning to do that? Don't forget, Paimon, I'm actually the real-life captain of the Musketeers. Перейдите в режим прицельности с помощью соответствующей кнопки. Прицельтесь в ВРГ и нажмите кнопку выстрела, чтобы выпустить пулю в цель. И чё? Ничего не дало вообще. Ну да, по 2 раза в каждого надо стрелять. Класс. All clear. Let's go. Wait! Paimon's a little nervous now. Жаль, что не будет такого геймплея за нее, Can когда we она выйдет. go over our plan of action again? I'll go knock on the door and make sure it's safe inside. Once we're sure that we're in the clear, I'll ask him to come with us for a quick round of questioning at the guard's headquarters. But can't we just arrest him? We still have no evidence that he's the killer, or that he lent the killer any direct aid. Still, it would be appreciated if you could pick a rainbow rose from his garden for me while I'm talking to him. It'll help the Marashose Phantom confirm Emily's theory. Sure, no problem. Just be careful, Chevroz. Так это тот же самый писатель. Его же вроде сразу вычеркнули из списка подозреваемых. В итоге все равно мы его подозреваем. Или это другой? Вот. Я не понял ничего. Excuse me, Mr. Baptiste, are you home? Who could it be at this hour? Oh, it's you, Officer Shavras. Would you mind accompanying me to the guard's headquarters, Mr. Baptiste? We would like to ask you some questions about a case. Oh, is it still regarding the murder case from before? I cannot confirm or deny that at this time. So it is then. Listen, I need you to come with me, Mr. Baptiste. Miss Shavras, I'll save you the trouble. Oh, and you two over there? There's no need for you to pick my flowers either. It's not time for them to bloom yet. Oh! Okay. By saving me the trouble, you mean... I will confess, I was the killer. Huh? Чего, блин? He just admitted he's guilty! Он так легко признался, что я ему не верю. I'm not armed. The musket you're looking for has been buried in my backyard. Then it's my responsibility to inform you, Mr. Baptiste, that everything you say right now will be used as evidence for the inevitable trial. Yes, I am perfectly aware of that. I must say, I hate this feeling. Oh? Is it because I confessed? Or because you've been proven wrong? Both, I suppose.
Тот парень во Флёв-Сандер, почему-то его For the убил. same reason as the one I wrote out in my novel, of course. I did it to exact revenge. I know you haven't figured out the link between the two of us. Had you done so, I'd have been taken away to the headquarters a long time ago. But that won't stop me from always remembering his grotesque face. After all, he was the one who killed my mother. Your mother is still healthy and well. You know, I was adopted as a child. I was referring to my birth mother. That was never recorded in the orphanage's records. Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die right in front of him. So, your novel, it was like a record of your life? No, of course not. It was a work of fiction with many embellished parts. But I am indeed the illegitimate son of a wealthy and influential man who abused his power to murder my mother. That part was 100% real. But the man you killed didn't have a Mora to his name. He was a hired assassin, an irredeemable beast who sank his fangs into a defenseless woman just for a few bags of Mora. But if that's really the truth, you wouldn't be telling us any of this now. You still haven't managed to take revenge against your father, the true mastermind behind it all. I never thought I'd hear that kind of thing from the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. I'm simply skeptical about your motives. It's simple, really. I've grown tired of everything and don't want to shoulder this burden anymore. You may have considered me too soft to pull the trigger. Well, as it turns out, you are exactly right. I've become overwhelmed by the aftermath of the murder. So you're going to call a stop to your revenge, just like that? The true mastermind is too rich and too powerful for me. I've accepted that I will never be able to avenge my mother alone. And so what? The characters in your book never gave up. Now, Officer Shavras, I'm the one who has killed a man, aren't I? Are you trying to convince me to commit another crime? What's your father's name? How do you plan to prove the veracity of all of your claims? Well, I'd like to speak with you privately. Sure. Why don't we speak privately at the guard's headquarters? No, it has to be here. I must ensure that we won't be overheard. Fine. Let's talk here. When I said won't be overheard, I meant by anyone. I would like to speak with you and you alone. Подозрительная хуйня. Thanks. I appreciate Я it. бы ему не верил. Please stay safe, Chevres. All right. Let's hear it. Will you really believe what I'm about to say? Well, that depends on what you're going to tell me. Fair enough. Fair enough. Then listen closely. So that's how it's all connected. So, it seems you believe me after all. Do you want me to go public with this? No, of course not. At least, not right now. Then why did you bother telling me? You've read my work. What do you think? Even if you were to go public with all of this right now, he'd simply deny everything. It's been too long. Almost 20 years. Anything that could be used as evidence has long faded away. Even if there might have been a solitary island of truth once upon a time, it has long sunk beneath the waves by now. Justice will never find him. Not if you don't try. I know that as the captain of the Special Security and Surveillance Patrol, you will always stand on the side of justice. But do you really think a cushy life in prison really constitutes justice for him?
I bet he could lead an extremely comfortable life in the fortress of Meripede. What are you trying to say? I've been observing you from a distance. Your portrayal of the musketeer was exquisite. Pull the trigger of justice against him. Let the villain get what he deserves. You want me to let you go so you may complete your revenge? No, Officer Chavras. I know that would be impossible. No. What I'd like is for you to perform the deed on my behalf. Oh, Shivra sure is taking her time. What could they be talking about anyway? Oh, Paimon's worried. What if he decided to attack her? И че, она, блин, согласится на эту херню? Я вот сижу, офигеваю, просто часы бредятины. Пожалуйста, отомсти за меня. Пиздец. Ладно. Так, в таком случае я бы больше волновался за него, чем за нее. You do have a point. Still, do you have any idea who the rich person might be? And why the novelist doesn't want us to hear what he's saying to Chevres? Sorry to keep you waiting, you two. Hey, how did your talk go? Ты выяснил, I've кто? already sent someone to escort Baptiste back to the headquarters for questioning. He wasn't lying about the musket. It was indeed buried in his backyard. But what about the name? Did he tell you the name of the rich guy? Yes, he did. But for now, I have to return to the Special Patrol. There are still a few loose ends I need to tie up. Что происходит? Кажется, она что-то от нас скрывает. I'll probably be quite busy over the next few days, so apologies if you don't see me on set. All right, Paimon understands if you can't tell us everything you know. We'll just keep an eye on the Steambird then. Actually, there's still something else I need your help with. Прикольно. О, сразу все дейлики. Найс. Так, ладно, сейчас надо перерывчик сделать. Надо еще сделать. Это, в принципе, ненадолго как раз. 10 минут. Ad Astra. Thank you for Что? Когда я 15-е испытание подземелья сейчас в квесте? Что было? Ладно, не важно. Перерывчик.
Вообще, на самом деле, как-то слишком коротко это сейчас было. Я вот должен заметить, что сколько всего 15 минут или что длилась вот эта история. Где тебе одной строчкой показали, что там, прошло несколько дней съемок. Ага, да. И потом вот эта вот коротенькая сценка с челом, который сознался тут же. Как-то, да. Ну, давайте. Следующее утро. Она сказала, что что-то еще хочет, типа. В итоге говорит, ждать следующего утра. Это странно. Казалось бы, тут же и должен продолжиться диалог, но нет. We haven't seen Chevra since that night at Baptiste's place. Well, guess there's no point in worrying about it now. Let's go join up with the others. Держит интригу, конечно, непонятно. Че, она согласилась, не согласилась. Но, по идее, она не должна соглашаться. У нее образ не тот немножко. Соглашаться, подписываться на такую херню. Good morning! Hayaka and I were just talking about you. Is Chevra still not joining us today? Probably not. We haven't seen her either. Huh? That's such a pity. Director Farina said that we've only got a few small scenes left before wrapping up the entire thing. She even said that she'll get me into a couple scenes, so everyone will have a chance to shine in front of the camera. We were also planning on having a victory feast once we're all finished filming. You can join us, right? Халявная еда. Записывайте мне, конечно. If only Chevros was here. I still haven't taken a photo with her. I'm afraid that can't be helped. Those special patrol folks are like phantoms when they've got a case on their hands. But to be honest, I'm even more concerned by what I read in the Steambird earlier this morning. It said that the killer in the murder case was none other than the author of the Two Musketeers. Oh yeah, I heard about that too. He came forward and confessed his crimes, but gave no explanation as to why he pulled the trigger. We didn't know about this case at all when we joined the film. Is it going to affect the reception of our work? From a pure publicity standpoint, this will draw a lot more attention to our film. I have to say, though, that no director can be perfectly comfortable почему у with них всех garnering странная attention обувь? through means other Что than такое? artistic skill. To be fair, I feel like that ship sailed the moment you allowed yourself to be named as the director on our posters. It's not my fault that I'm super popular. What was that saying again? My popularity has, Sunk to an all-time low? spread to the four corners of Tibet. Глава 4. Да. 4-й день. Excuse me, everyone. Xavier! Feels like it's been ages since we last saw you. I've been talking nonstop with the Film Association, and I'm absolutely swamped trying to coordinate the film's marketing. So forgive me for not being around more often, but please believe me when I say that I will make sure everyone's hard work gets the exposure it deserves. Oh, seems like you've been fighting your own battles. Yes, that's one way to put it. Oh, and before we begin the final round of filming, please allow me to finally introduce you to the original investor of our film, Mr. Morris. A pleasure to meet you all. Yes, glad to make your acquaintance, Mr. Morris. We've heard about the issues you've encountered with your financial situation, and genuinely hope that things have taken a turn for the better. Oh, well, the situation has indeed improved somewhat. Don't
worry, Mr. Morris. Accidents and last-minute challenges happen all the Кажется, time. что тот богатей этот Моррис и есть на самом деле. The good news is that По-любому. we're almost done filming now, and I would even say that this is the best story I've ever seen. Is that so? Не зря он так нервничает. That's great news. All right, now that we've gotten all the pleasantries out of the way, let's get this show on the road. We'll mostly be filming typical people and scenery from the streets today to improve the sense of environmental ambiance in some parts of the film. Oh, and there'll be a cameo for Mr. Kamisato and Miss Yoimiya as well. They'll be used to show outsider perspectives on the fates of the two musketeers. That's right. Ayato should be here any minute. Excellent! Then let's start with the scenery shots. Camera and clapper loader, you're up. Yep, we'll be ready. Remember, all we need are some wide zoom shots of the streets. If you happen to find some particularly lovely patches of flowers and grass, feel free to grab some close-ups of those as well. Ready? Lights! Camera! Action! Okay, now move the camera slowly. Try to focus on that flower. Так, надо заснять цветок крупным планом. What's wrong? Just adjust the focal length a bit. Заснять цветок крупным Something the планом. matter? Кажется, камера сломалась. Huh? But wasn't it working fine for all the days before? Помехи какие-то. Can we try a different camera? No problem. How about this one? All right, let's give it another try. Сейчас и кажется, что это какая-то проблема с артериями Земли, как всегда. И они дают помехи. Звуки механической поломки. Don't tell me. This one is broken too. Veronique, do we have any other spare ones we can use? I'm afraid we only brought these two today. What? Then go find a workshop to get them repaired right away. Oh, and you too, Bono. Go find our spare camera in the warehouse and bring it back to the set. On it. Greetings, everyone. My apologies for the delay. Is something the matter, Ayaka? It seems like there are some issues with the filming equipment today. We're stuck for the moment. I see. Well, let's not just stand here twiddling our thumbs. Actors, to the makeup booth. We'll start on the next scene as soon as we get a working camera. Он, наверное, поэтому и не хотел спонсировать этот фильм, потому что это он злодей из этой книги. That's super strange. It was perfectly fine just yesterday. Well, no time to dwell on that now. Let's get back to filming. Ahem! Quiet on set! Places, everyone! Lights! Camera! Action! By the way, have you heard about that recent murder case? Yes, I have. It seems that they've caused quite the commotion in the city. I heard that the chief of the guards is so mad about not catching the culprit that he's about to explode. Oh? I find that quite hard to imagine, considering how he already looks most days. Director, we have a problem. Oh, we're in the middle of a take! Couldn't you wait until we wrapped up this scene? No, Director, our film, all the finalized film that we've been keeping in the case has disappeared. Oh, wait, well, what did you say? Mr. Bono, please take me to where the film was kept right away. I'm coming too. No, Yoimiya, you have to stay here. Oh. Okay, listen up. Everyone who's not working on this current scene can go with Bono to look for the film. Everyone else, stay put and wrap up the scene. Unbelievable. How could all these problems happen in just one day? Ну все, We're back. кино не будет. How did it go? Did you find the film? We found it in the sewers. Huh? In the sewers?
Is the film still okay? We discovered it just in time, so we should still be able to salvage it. The others are checking now to see if we lost any specific scenes. You scared me for a moment there. I nearly thought we had lost everything. I really don't want to experience that feeling of despair again. Okay, but who could have stolen the film and dumped it there? Could it be some competitors working on other films? Какие у нас нет конкурентов. If they Вы were о чем вообще? us, why Какие wait? конкуренты могут быть у Фуринта, в принципе? Okay, we don't have time to really look into it right now. Let's strike while the iron is still hot and wrap this thing up once and for all. Yeah, let's finish it. Общими усилиями последняя сцена фильма снята. I would like to officially announce that справились с our трудностями. entry to the festival, The Two Musketeers, has now concluded filming. Ugh, Paimon is spent. It's so late already. Even though the filming process proved to be extremely challenging, everyone provided valuable and unique contributions to the final product. Thank you all for your dedication and support. And just like Director Farina, I would also like to extend my most heartfelt thanks to all of you. Really, you've all helped me so much. All right, let's save the awards speech for later and hopefully also get some rehearsals in before the real thing. Anyway, now it's time to party! Let's all make our way to the beach and have a celebration feast so loud and fun that even the blubber beast will want in. Party, party! Paimon wants to party! Да, Паймон, конечно. Whoa, this place is hopping. Ага. Everyone's finally getting to relax after wrapping up the film. Let's go chat with someone. Так, давайте с Моррисом поговорим. Мне интересно, что он Have you ever расскажет. seen a fireworks show, Mr. Morris? It's pretty amazing. I'm afraid I haven't, but I'll take your word for it. Стоит репу чешет что-то. Hey, Ayato! How's your work been going? Ну, мы-то уже знаем, что это он злодей. Thank you for your concern. Ayato told me that we've already confirmed the dates for some Inazuma Fontaine cultural exchange events. So the next time we visit, we'll be doing so in our capacities as the representatives of the Yashiro Commission. Oh, that's great! Then maybe Paimon will be able to find Fontaine detective novels in Inazuma from now on. Oh, wait. Wouldn't Yaimiko get upset if that happens? That would be stealing some of her business. Главное, чтобы книги были интересны. Не думаю, что она будет против. You've got a point. She's always complaining that light novels have become bland and too predictable after all. The cultural exchange won't only feature literatures of both nations, of course. We have also made plans for cross-cultural engagements in the fields of gourmet cuisine, toy making, and artisan craftsmanship. Whoa! Paimon's getting super excited now! When the time comes, be sure to visit and participate in all the events. Короче, понятно. Еще один ивент нас ждет с Индозумой и Фонтейном. Какой-то фестиваль еще один будет. О, Фонта. My darling clapper loader and camera operator, you've both worked really hard. Paimon thinks you worked even harder than us. Honestly, Paimon was getting a little tired of playing with the clapperboard by the end of it. Worst of all, Paimon started having dreams of you shouting, "Lights, camera, action!" into Paimon's ears. The actual dream can't even start until you've yelled that. If anything, shouldn't I be more grand and delightful than your dreams? We've been through so much together, and that's how your brain remembers me? That's not Paimon's fault. We've just used the clapperboard too much lately.
Anyway, what's most important is that we've wrapped the film. I'm pretty confident that we'll take first prize. Ты имеешь в виду главный приз премию Фурина? Hey, no need to mention the official name. Wait, now that you mention it, if we did win the prize, would Farina just get a statue of herself? Клёво ж, не? Come on, I don't need that kind of attention. Xavier can accept the reward on our behalf. But just imagine! Farina accepting the Farina Award and holding a Farina statue. I'm going back to my dessert now. You all can keep discussing that on your own. Да, раньше она себя поувереннее вела. Так, теория. Hey, you two. Are you not really into these kinds of big social occasions? Not particularly. But this is still better than Fontaine Fashion Week. But if this film becomes a big hit, people will definitely come flocking to your shop. Yes, that's highly likely. As long as the film can premiere as planned. Are you still worried about the case? That and all the obstacles we had to face today. You're right. It's as if all our bad luck just manifested at once. But why today of all days? No, it's nothing. We've already delivered the film to the editors, so there should be nothing more to worry about. How are you doing, Mr. Morris? You having a good time? Well, you could say that. Do you happen to know when the party is scheduled to end? Judging by how much fun everyone's having, I'd say probably not until well after midnight. Is there something that you still have to take care of at home, Mr. Morris? Oh, well, I'm just not a late night person, so I might take off shortly. Oh no! Silly me. I almost forgot something super important. Oh, what is it? I prepared a whole batch of fireworks for the party, but I forgot to bring them over from the warehouse. Fireworks, you say? Well, that's truly a pity. Sorry things didn't go as planned. Could you help me carry them over, Mr. Morris? I won't be able to fetch all of them by myself. Me? Are you sure that you can't find anyone else? I just wanted to make this a surprise for everyone. The warehouse isn't far from here. We'll be there in no time. Pretty please, Mr. Morris. These are some of the best fireworks I've ever made. So I also want you to see them before you leave. They're stunning. I promise that they'll be a once-in-a-lifetime experience that you'll never forget. Момент с трейлера, кстати, сейчас It's будет. okay. Just come with me. If we're sneaky enough, nobody else will see us leaving. All right. The warehouse is right over here. I moved the fireworks there in advance, so it shouldn't be too much work bringing them back. It's still a ways away from the party. Sorry about that, Mr. Morris. It's probably because I'm used to carrying fireworks all the time, so it doesn't feel like a lot of work to me. It's dark in here. Wait here, Mr. Morris. I think the light switch should be somewhere over here. Why did I have to get roped into this? What was that? Who's there? Get me out! Get me out of here! Did you really think you'd get away, Morris? You've got the wrong guy. It wasn't me. I'm not the killer. You know, Eliza died a far more heroic death than this. She fought your assassin to the end, to save the children she had hidden beneath the floorboards.
That is Eliza's pendant. The one with a photo of you two inside. The one you gave her. Ring any bells? It's a fake! It has to be! There's no way! No way your assassin didn't destroy it, you mean? Did you ever love her, Morris? Or was killing her always the plan? No, please. Listen to me. I told Eliza to keep us a secret. I paid her plenty for her silence. I never thought she'd keep the child. Everything was gonna come out, and I had no choice. She'd force my hand. No! I'm begging you. I have money. Just name your price, please. You can keep your Mora, and you can go to hell. I'm Captain Shovraz of the Special Patrol. Morris, you're under arrest for Eliza's murder. Huh? Hmm? Все, съемки окончены. You're under arrest too, prop manager Veronique. Or perhaps I should call you the Second Musketeer. Wait, what's going on? This wasn't. Блин, Паймон очень смешная. Drop the gun, Veronique. Экшон, да. Why would you Красиво. keep me from exacting revenge on this Привет, heartless Даш. monster? Drop your weapon. This is my final warning. What is going on? Do I have to spell it out for you, Morris? Everything that took place just now was staged to get you to confess the truth. But this last part is all improv, of course. Shivers, you told us you wanted us to help you stage a play. You never said anything about the Second Musketeer. It's because even I had no way to confirm my theory until now. Thank you for your performance, Yoimiya. Could I trouble you to go and bring in the other Special Patrol members? They should be on standby just outside. Oh, and please tell the other cast members not to worry about us. We'll be rejoining them shortly. On it. So what do you think, Morris? Care to talk about what happened 20 years ago? My patience is limited, you know. Don't force me to take you back to the interrogation room. I'd wager that you wouldn't last for more than a minute in there. With the recording we made, you have no chance of winning in court. Cooperating with us now is the most practical move. All right. I'll talk. I hired an assassin to murder Elisa. She once worked as a maid on my family's estate. She was very beautiful, and after some time I fell for her. We kept our relationship a secret and carried out an affair for some time, but it wasn't long before she became pregnant. And if my parents ever found out, they would have stripped me of my inheritance and status, driven me out of my home. I also didn't expect Elisa to insist on bringing the pregnancy to term. She even asked me to leave my family and travel far, far away with her. She believed that you were truly in love with her. I didn't have a choice. I gave her a large sum of Mora, told her to leave the family and to get rid of the baby. But then years later, she sent me a letter. There were photos of 2 children, and she even asked if I could find some time to visit them. Huh? 2 children? Paimon thought Baptiste was the only... you mean... Even if she had the children against your will, Паймон, блин, серьезно. entirely. Why kill her? Если сразу сказали, что это второй мушкетер, блин, очевидно, что это сестра его, блин. So if anyone were to find out about Elisa, my life would be completely ruined. I didn't have a choice. No. You always had a choice. You just made the wrong choice. Again.
Действительно, мог бы просто выйти в магазин за хлебом и не вернуться. Хотя, по сути, он так и сделал. We were hidden beneath the floorboards, grasping each other's hands. Зачем было его убивать, непонятно. We were so terrified that we didn't even know we could ever take a breath. All we could do was to watch Mother try to fight back, and then collapse to the floor. Even after the assassin left, we were still too terrified to leave our hiding spot. We thought that he might come back. It was only until the next evening when we finally climbed out and gathered around our mother. But she had already become cold and stiff to the touch. You made up your mind right then and there to bring this case to light. Not only that, we resolved to get our revenge. And that's why you became the Musketeers. No, that's why I became a musketeer. The man from before was also killed by me. My brother had nothing to do with it. I figured as much. You did? I once told these two that he didn't look like a killer to me. His confession from that night also rubbed me the wrong way. I think what really Я took то me же самое off was, сказал. how could I not feel a sense of regret in him? Huh? He confessed faster than any criminal I've ever met, but he didn't say a single word about you. He insisted that he was the sole perpetrator in the case. But after the questioning ended, I disassembled the musket we dug up from his backyard, put it in front of him, and told him to reassemble it. Wanna guess how far he got? He had no idea where to even start. He's never touched a gun in his life. Based on that, I determined that he was not acting alone. He only surrendered himself to draw our attention and create a moment of opportunity for his partner. So, I decided to play along. And as expected, the second musketeer followed us without hesitation once she saw Morris get separated from the rest of the cast. Besides, why else would he call the novel The Two Musketeers? But how did you know it was Veronique? I figured it out the moment Baptiste told me his father's name. That so-called financial crisis was all just a ruse. He just wanted to sign up as the investor and then leave the film without any source of funding. After all, he has a vested interest in minimizing the reach of this story. It's really just the same thing as what he did to Eliza all those years ago. Human scum. But then Xavier pulled out all the stops and got the film made against all odds. Morris couldn't have that. With the killer in custody, he figured it was safe to act. And so he came to visit the set today, just as I expected. Wait, so you were behind all those mishaps today? As for the identity of the second musketeer, I assumed they'd probably stay close to Morris and look for an opening. And if they already knew that Morris was the film's investor, then that narrowed the list of potential suspects as well. Furthermore, being the props manager would allow the culprit to avoid scrutiny by purchasing mechanical parts in the name of the crew. With that hypothesis in mind, I went back to check Baptiste's orphanage adoption records. Guess whose name I saw on the same page, just a few lines from his. My brother. He trusted you. As in, he trusted me to perform the deed on his behalf? He trusted you to stand on the side of justice. I am. I thought you could do it as well. Oh, the look on your face when you told him to go to hell. I really thought you'd put a bullet in his brain. You know what he has done. Are you telling me that you'd rather see him spend the rest of his life living like a king in the fortress of Meripede? I will never be able to forget the feeling of my mother's. Почему они думают, что в тюрьме так классно? Ending fair? Is this what you call justice? Хотя она сама убедится, как там классно.
I did hesitate when your brother first told me about the truth. I wondered. I agonized over whether I should really put a bullet in his head. So why don't you? Because that should never be how justice is carried out in this world. Perhaps, to you, justice is simply reciprocated. An eye for an eye, and a life for a life. But everyone has their own understanding of justice. If everyone were to pursue their own definition of it, there would be no more order in this world. Today, you'll kill Morris, and tomorrow, his children may come for you. The world cannot render judgments based on a desire for revenge. That will only lead to a cycle of revenge, as well as the destruction of order and civilized society. Fontaine is founded on a set of laws and a standardized code of justice. That is why we are the nation of justice. But with all that said, I will promise you this. Morris will not lead a cushy life in the fortress of Meripede. Chevreuse, the rest of the Special Patrol is here. Thank you so much, Yoimiya. Letelier, Terena, please take them away. I still can't agree with your reasoning. I know. Justice has not been delivered. At least, not today. Chevreuse. Let's go. We should give an explanation to the crew. Я считаю, что ты все сделал правильно. For your concern, I'm fine. I'm just thinking about the things in life that have driven people to take justice into their own hands. Рассказали остальным членам съемочной группы обо всем произошедшем. Who would have thought Morris would turn out to be... I'm at a loss of words. How could he have done something like this? I'm just glad that you're all safe and sound. Who knew that such a labyrinth of cases would be behind this story? Well, what should we do now? We have a finished film, of course, but should we still go ahead with the premiere? What do you mean? Shouldn't you be even more motivated to spread the word now that you've learned the truth? Chiori is right. I'd also like more people to see this story for themselves. But the real ending of the story seems to have deviated somewhat from the one in the script. Is that still acceptable to you, Miss Chevreuse? The call is yours. We still have time to reshoot an ending if that's what you'd like. No, it's fine as is. I like what we have for the catharsis. Romanticism is what gives works of art their appeal. Fiction is able to explore means of restitution that could never work in real life. Just like the real world, the world of stories also has its own set of rules and justice. These different possibilities are what initially drew me to reading in the first place. Sounds good to me. I support your decision. What about Veronique? Will she be okay? She will soon face her judgment alongside her brother and Morris. If I had to guess, they'll probably all be sent to the fortress of Meripede. I'll make sure to give Risley a heads up about it. Oh, you mean that kind of heads up? Exactly. Ahem. All right, then the matter's settled. Now that everything's been taken care of, there's no reason for us to keep looking all gloomy and grumpy. Let's get back to the feast and enjoy each other's company. We'll be starting the post-production process tomorrow. You should join us, Chevreuse. You missed the first few hours of the party, didn't you? All right. Count me in. Then I'll wait for you over there. There's still some good news that I'd like to share with Chevreuse. Traveler, Paimon, could you wait for me by the sea after the party ends? I'd like to go on a brief walk with the two of you. Ой, это я. Спрашивает, что мне. Окей. Thank you very much. Прогуляться она хочет. Что-то еще обсудить, видимо.
И опять рекламируют эти картишки. Как же это нелепо смотрится. Да даже анимации новые не нарисовали, просто взяли. Sorry for the wait. Oh, we weren't waiting long at all. Is there something else you wanted to tell us? No, I don't have anything new to share. I just felt that since you were my investigation partners, I should have another conversation with the two of you. Traveler, how would you have responded to Baptiste's request if you were in my shoes? Ну да, я бы поступил так же, как и ты. Is that so? Ну это Thanks for логично. sharing. When I was young, Ты my же на father often took страже me here to закона, как swim. бы. We'd come rain or shine, even when it was freezing cold. He told me that swimming was the best activity to train one's strength of will. You could never give up before reaching the shore, especially when the water was cold. Oh? Why's that? Because the moment you give up would be the moment you die. At that point, I still hadn't received my vision. One winter, the chilly wind felt almost like knives on my skin, and the seawater was so frigid that it numbed my toes the moment I stepped in. I cried and begged my father to spare me from having to swim across, but he wouldn't listen. He used to be a member of the Special Patrol as well. You could say it was his way of educating his children. That sounds awful. When he saw that I wouldn't stop crying, he just picked me up and tossed me into the icy water. The bone-chilling cold took away my senses. I couldn't feel anything but fear and rage. I waited for my father to save me, but one look and I knew he'd already started swimming for the opposite shore. I realized that if I were to give up, I really would die right then and there. I used all of my strength to try and catch up to my father. Those few minutes felt longer than my whole life up until that point. I did, however, make it to the other side. I've never felt afraid about anything in my life after that, nor have I ever cried again. That way of teaching would have never worked on Paimon. Yeah, I don't think that was the right method for anyone. It's just that working now as I am in the pursuit of justice, I still sometimes feel like I've been tossed into that winter sea all over again. The anger and the helplessness. Chevres. But the worse I feel, the more I know to never give up. The alternative would be to forever lose myself among the waves. Anyway, how about a race? Neither of us will drown, but we can still see who swims faster. Уверен, Паймон быстрее всех плавает. Это смешно, да. Что она еще вспомнила. Говорит, на меня бы это не сработало, говорит. Она плавать не умеет. Если что, знакомство путешественника началось с того, что путешественник выловил ее на рыбалке. Она чуть не утонула. Там непонятно только почему, как она там вообще оказалась, в принципе, но совсем другая история. Короче, погнали. You guys go ahead. Paimon will grab the clapperboard to mark the start of the race. Вот да, странная эта история в плане того, что, ну, Паймон-то летать умеет, как она оказалась в воде. В принципе. То есть она могла летать над водой просто все это время. С3, прикольно. Но была рыба, что не умеет плавать. Ну да, типа того. Я ж потому и прозвали это Emergency Food вообще, да, в русской версии это живая консерва почему-то. Но Emergency Food, ну, в принципе, это и есть консерва, как бы, но тут другой немножко смысл, то что, типа, путешественник шутит о том, что он съест ее, когда есть будет нечего, типа. Короче, такая история. Whoa, that felt good.
were so fast in the water. Шутка про тупую You were акулу. swimming even faster. Она, по-моему, тупорылая акула называется вообще. То есть там About the даже... special patrol. Did you join because of your dad? Partly, but I'd say I was more inspired by the heroes I read about in stories growing up. Oh, so it's due to your love of stories. Of course, it was only after I joined the Special Patrol that I learned that truth is often stranger than fiction. Come on, let's walk a bit more. To be honest, I do sometimes question whether the decisions I make are the right ones. But I know that no matter what, I must keep swimming. Because the only thing I've got my eyes on is the shore in the distance. Блин, арт, конечно. Вот почему эта игра так хороша. И музыка, и арт, и все просто 10 из 10. Thank you for coming on this walk with me. I feel a lot better after getting all that off my chest. Мы всегда рады выслушать тебя. We're nearly back at Baptiste's house. Huh, you're right. I didn't realize we were so close. He really did plant a lot of flowers. It's just like how he described it in the story. Huh? Wait. Paimon, Traveler, look! The rainbow roses in the garden. Да, They're in естественно. full bloom now. Расцвели. Расцвели. Прямо в тот момент, когда были все злодеи наказаны. Конечно же, расцвели цветы. Подождите 2 дня. Почти ведьмак. А чё он блондинчик? У него синие волосы. Ну, или голубые хотя бы. Ну, вообще, да, он... Правда, как... Это ведьмак из аниме. Но настолько быстрые удары, что их не видно. Блин, мне реально так смешно всегда с этой анимацией. Типичная анимешная тема, когда не рисует анимацию и делает вид, что просто, ну, настолько быстрый персонаж, что камера не успевает за ним, просто вот и все. Подождите 2 дня. Even though it's a bit late, I must thank you for investigating this case with me. Not on behalf of the Special Patrol this time. It's a personal expression of gratitude from yours truly. Расскажи своей семье. You want to hear more about my father? To be honest, I didn't spend that much time with him. He was always busy with the Special Patrol, so he would often return home really late at night. Some nights, he didn't come home at all. Once, he didn't come home for a long time, maybe a whole week or so. When I went out to buy food, I learned that he had become a criminal, and by extension, that made me a criminal's daughter. But we can talk about that another day. Деле I мушкетеров. actually have a lot of sympathy for Veronique and Baptiste. I can understand the hatred they feel for their father. But that doesn't mean I'll allow them to walk the path of evil, even if it might lead to another sense of justice. О фильме? Films are different from the real world. They're a form of art and represent the wishes in people's hearts. I adore the two Musketeers, and I'm very happy to have had the opportunity to act the role as one. I can't wait to catch the film when it premieres in the Opera House. I'm looking forward to seeing the audience's reaction to the climactic ending. Береги Thank you себя. for looking out for me. I'll see you at the award ceremony. I'd be very surprised if we don't win. Говорит, удивиться, что если мы не выиграем. Бля, а что, на память нельзя сорвать одну? Ну ладно. Не разрешает. Так, ну да, 2 дня ждать. Вообще прикольно то, что у многих инозумских персонажей именно вот эти анимации. А так именно вот это чисто анимешные вот эти. Когда они пропадают с поля боя и только их, как это назвать, взмахи мечом только видно, эти порезы.
У Райден такая фигня, у Аяки, у Аята. А, ну мечников-то там больше и нет, по сути. Ну, Ита, у него двуручный меч, понятно, он медленнее, поэтому. Кто там еще из мечников? А, это. Куки еще, кстати. У Куки, по-моему, нет такой темы. Но она 4-звездочный персонаж, поэтому у нее и нет такой темы. У меня, кстати, нет ни одной команды с Куки собранной. Забавно. Я не помню, ей же никогда этими атаками не пользуешься. Ну хотя нет, вот это вот тоже тема чисто такая. Что это такое просто? Похоже тоже. Анимешную атаку. Даже у 4-звездочных персонажей эта тема есть. На анимешную похоже. Дисней тоже любит так халявить. Даже не в аниме. Ну вот я, кстати, не помню уже, что там у Диснея. Давно не смотрел их мультики. Уже не помню. Так, ладно. Значит, ждем. 2 дня. Блин, такое странное в виде гильотины вот это здание, блин, сделано. К чему это? Какой-то персонаж из Геншин. Я, кстати, не помню, я проходил какой-то такой тест дурацкий. И, типа это. Ну я уже не помню, кого мне выдал. Мы сегодня страдали такими тестами. Прикольно, наверное. I'm sure I've forgotten something. Not to worry, I'll simply send someone to fetch it. А, я помню, там же разные еще тесты, типа, какой элемент Геншина тебе подходит, типа, какой бы, ну, типа, вижен у тебя был. Тоже какой-то тест такой был. Прошло некоторое время. Премьера фильма состоялась, а расследование по делу об убийстве завершилось. Hey there, you two! Sorry I've been scarce. I've been buried in marketing and preparing the film for release ever since we wrapped post-production. The award ceremony is today, right? Paimon wonders if we'll win the Farina Award. I'd give it a 90% chance. Farina! Oh, Paimon didn't know you were already here. You're earlier than everyone else. I'm sure the others will also be here in no time. Xavier, if we end up getting called on stage, shouldn't you come up with a name for our crew? What? But we don't even know if we're going to win. I wouldn't want to jinx our chances by celebrating early. Just open your eyes! Surely you've seen the audience's reactions to our film. We've had nothing but critical acclaim. You've also had conversations with the Opera House's operating staff, right? Didn't they want to increase the number of showings? With the mora you've made from the box office, you can now open your very own film company. But that's all credit to my amazing crew. You've all helped to make this a reality, so I can't be the only one asked to come up with a name. Well, give it some thought. I'm sure the crew will respect your choice. All right, but before that, Traveler and Paimon, could I trouble you to quickly pay a visit to the Fortress of Meripede? Huh? But shouldn't we stay for the award ceremony? I wanted to ask you two to invite Shavraz to join us at the ceremony. She's one of the lead roles, after all. I haven't been able to find her recently, so I haven't had the chance to invite her personally. According to the papers, the culprits of the musket murder case will be personally escorted today by the captain of the Special Patrol to the Fortress of Meripede. Oh, Paimon
Everyone gets it now. Мы легко справимся с Just этим. wait here, Xavier, and maybe try to come up with a few snappy-sounding names. All right, then I'll leave you to it. Will we really win an award? Trust me. When have I ever been wrong about something like this? Вот будет смешно, если, если реально приз не дадут. Фурине. Я опять все прослушал. Чем мы сюда идем-то? А, Шеврёс. Пригласить ее на это, на вручение. This is as far as I'll be taking them. I'll leave the three of them to you now. Got another errand to run? Something like that. I'm expected at a party. Now that's something you don't hear every day. Found a new pastime? No, it's just a special occasion. Shavras! Risley! Festivals really do bring people together. It's been a while since I last had so many visitors at the Fortress of Meripede. Call it the festival spirit, I guess. Yeah, you could say that. Even our head nurse has gotten herself all worked up preparing super deluxe nutritious shakes. Just one gulp and you'll have met all your nutrition needs. Were you talking about work just now? We've already finished discussing everything. So, what do you think about my heads up, Mr. Risley? I believe I haven't yet made any promises or guarantees. But you also didn't shoot me down. Here, how about this? You could give everyone a copy of the newspaper. Perhaps on the day when the cover story happens to, oh, I don't know, expose a certain someone's misdeeds from 20 years ago? I suppose then a certain someone may soon find himself the most unlucky person in the Fortress of Meripede? While another two people will soon be hailed as heroes. Speaking of heroes, did you two need something from me? Oh, actually, we're here for... You're here to invite me to the party, right? Don't worry, I didn't forget. Ooh, then let's head back right away! See you, Risley! Happy Fontanalia Festival! And the same to you. Интересно, как выглядит праздник в тюрьме, блин. Этот самый. Говорит, счастливого праздника. Please, go and enjoy the festival. Он же, по-моему, не выходит вообще из этой крепости. Он тут сам как заключенный тоже. Кстати, а чё? Корабля больше нет? А куда они его дели? Странно. Да ладно. Обратно на площадь. And the winner of the Farina Award for the first Fontanalia Film Festival is... The Two Musketeers! We won! We really won! Congratulations, Mr. Xavier. We won? I can't believe it! I really can't thank all of you enough! See? My takes on Fontaine's entertainment industry have never been wrong. Now, please welcome to the stage the producer of The Two Musketeers, Mr. Xavier!
Thank you! Thank you all so much for your recognition and support. While I'm up here, I would love to give special thanks to... Time really flies, huh? It certainly feels that way. It feels like it was only yesterday when you were teaching me to hold a musket. Will you come back to Fontaine again? Of course. I'm very fond of this city. There are so many novel and interesting things that it's been hard to keep track of them all. But how about you? Would you be interested in visiting Inazuma? I can't say the thought has crossed my mind before, but I'd be willing to consider it now. I will be eagerly awaiting your visit. It would be wonderful if you could visit my home and enjoy a taste of our tea and desserts. Yeah, let's keep in touch. Did you accomplish all you came here for? Yes. And you should visit Inazuma again sometime. How has Ogura and her business been? To my knowledge, she's doing quite well. Tell her I said hi. I certainly will. I heard the thunderstorm has stopped. Yes, and the war has also been brought to an end. Peace and prosperity has returned to the islands. I quite like the sound of that. Perfect for hanging textiles out to dry. I'd like to offer my thanks again to the entire cast and crew. Without you, I would have never completed this film, much less had the opportunity to be standing on this stage. With the support of my entire crew, I would like to officially announce our film company, Musketeer Pictures. Woohoo! That has a really nice ring to it. Then in that case, let's please welcome all the members of Musketeer Pictures onto the stage for a commemorative photo. Oh, Paimon didn't know we'd also be taking pictures. Director Классный Farina, голос, говоришь, Аят. you are the most deserving person to raise Как this. по мне, самый лучший голос тут у этого, у чела, который Женли озвучивает. So embarrassing. It's an honor the director deserves. Yes, I agree. Ну, это если из мужских персонажей брать, конечно. Это должна быть ты. Конечно же, Accept that you're Фурина. not getting out of this. Фурина, которая получает награду Фурины. 3, 2, Статуэтку в виде Фурины. Musketeer Pictures! Ого, и даже главный герой заговорил снова. Красиво. Кстати, а реально, а можно как-то послушать персонажей, которых у меня нету, например? Вообще. Или нет? Или запрещено? А, да. Он еще начинает со своей легендарной фразы как раз, блин. Вообще. Блин. Теперь не дождешься, короче, этого момента. Но я подожду, она того стоит. Это мемная фраза. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Я говорю, у него самый балдежный голос. Тут нельзя послушать его озвучку, только так вот это вот подождать и все. Это максимум. Из женских персонажей, наверное, мне больше всего Колей голос нравится. У меня Колей, кстати, есть. Можно послушать. Я его заткнул. Где тут? Trainee Forest Ranger Kale reporting for duty. Не знаю, прикольный такой у него голос, по-моему. This forest. I think I finally
finally got that line down. I didn't get any of it wrong, did I? According to today's Forest Patrol route map, we need to head here first, then make our way over to there? There's a lot of writing. У этой самая балдежная японская озвучка, кстати. Это тоже отдельная история. Good morning, Jean. Oh, it's you. Sorry, dear. Ну, японская озвучка, да, гораздо эмоциональнее звучит, так скажем. Hey, darling. Would you like to try one of my magic potions? There's no knowing what it will do to you until you try it, though. Don't say I didn't warn you. Не, английская озвучка у нее тоже достойная, классная. Японская стала мемом вообще отдельно. Райден тоже балдежный голос, кстати. No salutations needed. My exalted status shall not be disclosed as we travel among the common folk. I acknowledge that you are a person of superior ability. Henceforth, you will be my guard. Worry not. Should any danger arise, I shall dispose of it. Эта тетя будто 18+ снимается. Ну, там такой персонаж, потому что она любит заигрывать. О какой фразе шла речь конкретно? Calla lilies are a medicinal flower with antidotal properties. With them in hand, there's no need to worry about the side effects of any potion. I can be your teacher, А, да, вот это. or your Это оно. friend. Or all three if you want. Да, вот это оно. Вот это та самая реплика. I can be your teacher, your master, or your friend. Or all three if you want. Да. Everything's in place and they've taken the bait. Lady Farina, please allow me to take just one more photo of you. I would also love to get your autograph, just as a memento of our time together on the crew. Hey, I've had enough of the camera flashes from when we were all up on stage. But, Lady Farina, you are the best director I've ever met! The most photogenic maiden in all of Fontaine! This kind of lively and celebratory setting is exactly where you shine. I believe all photographers would agree. Come, the brightest star of our land! Show us your light! The camera is waiting to sing praises of your beauty! Well, I'm flattered, but... All right. I'll humor you and try a few more different poses. But I don't have to hold the trophy, right? Of course. Кстати, статуэтку так и не показали же. Thank you so much. Thank you so much. By the heavens, my luck has been beyond belief. I'm having a hard time coming to terms with it now. Oh. Напоминает, Наруто сейчас тоже 2 минуты что-то делают, и потом 2 дня стоят в тумане, разговаривают. Ну, вообще, да, так и есть. Вообще, кстати, этим страдают многие аниме. Это в основном как раз это недостаток сюжета. Точнее, не бюджета, не сюжета. Ну, хотя и сюжет иногда тоже недостаток. Хотя в наше время много же на этом анимацию удешевили за счет как раз компьютерных этих всяких технологий, то что многие аниме через компьютерную графику рисуют. Поэтому те, что поновее, будет аниме, там побольше анимации все-таки. Блин, постер, конечно, офигительный. Чтобы понять, что тут написано. Ладно. Блин, а есть где-то арт в нормальном качестве этот? Я бы себе на заставку даже поставил такой. Реально красиво.
Блин, ведь расстарались же нарисовать в стиле реального постера персонажей. Да. Ну, арт всегда, я говорю, просто 10 из Miss 10. Yoimiya, we haven't had the chance to talk, but please accept my thanks for everything you've done over the past few days. Oh, but I feel like I didn't do anything out of the ordinary. I'm very grateful for your assistance during that special performance in the warehouse. It was always going to be somewhat risky, to engage and draw away Morris all on your own. You're only a civilian and have never been trained to act in such a dangerous situation. Don't say it like that. As the director's assistant, it was my duty to help out the crew however I could. It was an honor to help you solve the case. I have to admit, though, my heart was thumping super hard the entire time it was laying on the ground. I was scared that everyone would notice. You did great. Oh, and before I forget, if you ever visit Inazuma, please come and pay a visit to Naganohara Fireworks. I'll make some fireworks for you. I even know what shape I'd make. I'm guessing a musket. Telling you now would ruin the surprise. If you really want to see it, just come and visit me. Интересно, дойдет до того, чтобы Шеврёс оказалась в Иназуме или нет? Когда-нибудь. В принципе, уже разные персонажи путешествовали. В принципе, может, и до нее очередь дойдет когда-нибудь. Так, а это что, все? Эти фразочки, диалоги, обрывки. Это все, что есть? Что, больше никого нет? Аяка, Ая, так куда они делись? Они что, в этот пошли? Как он называется? В администрацию местную, что ли? Вот этот прикол, то что... Как это? Это доп-контент, вот эти обрывки, какие-то фразы, какие-то диалоги. Часто бывает так, что некоторые персонажи где-то в рандомной точке карты стоят. Их найти не так-то просто. Там в этом, я помню, в сообществе даже целые гайды пишут по этому. В каком-то ивенте где-то можно на карте найти персонажа. Кто-нибудь обязательно составит карту, где какого персонажа можно найти. Но, да. Сейчас я искать, естественно, не буду. Я предположил одно место, где они могли бы быть. Я их здесь не вижу. Может, они на трамвае поехали кататься, может, уже... Хотя нет, погодите. Они не могли уехать и оставить Мию здесь. Нелогично как-то. Может, хотя, может, она ему надоела просто. И они решили от нее избавиться. Как это, от надоевшей собаки. Вывезли ее, хрен знает куда. В надежде, что она не найдет путь домой. Блин, я на самом деле даже не знаю, что теперь делать. Потому что начинать... А, вот, кстати, теория здесь есть. Еще стоит. Может, что-то рассказать, может. It's you. Is there something I can help you with? Расскажи о доме теории вообще. Interested in our couture services? Just give me the word. Я бы, кстати, не отказался от скина на путешественника, но... Its success has increased the reach of my brand. Ну, ничего особенного не сделал. There's no need to be humble. You helped Xavier and Chevres, and even Kirara's told me many good things about you. They are all my friends. You've done far more than what you give yourself credit for. Блин, теория реально, походу, в 4.5 аж будет. Следующий как раз этот гейминг 4-звездочный. И она тоже, скорее всего, как раз 4-звездочный персонаж, судя по дизайну. Жесть, тут карт.
Да, и чуть ли не каждую версию выходит какое-то дополнение, какая-то дополнительная область карт. Игра уже до 70 гигов разрослась. Это на компе, на телефоне, по-моему, 20 гигов она занимает. Или что-то того. Тоже до хера. Хотя не, может меньше. Я не помню. Она и на телефоне тоже стоит. Охренеть эти уведомления. Сейчас я хотел посмотреть, как занимает он на телефоне. 32. 20 сказал. Ага, конечно. 32 она на телефоне занимает. Охренеть просто. Насобирала тебе на водичку. Да я сижу тут, колу пью. Какая водичка. Уже этот праздник. Скоро как бы. В честь этого на школу пью. О твоей работе. I am merely a fashion designer. Всего лишь. Ну да, да. Anything else in my Рассказывать. house. But when you run a business, it's inevitable that as you make more friends, you'll also encounter all sorts of thorny issues. You scratch my back, I'll scratch yours. It's just the common sense of business. Xavier's over the moon now that he's actually won the Farina Award. Maybe I'll actually find him in the fountain the next time I see him. The demand for couture at my boutique has also increased. So much so that I don't have enough staff to handle it. Looks like I'm one step closer to achieving my dream. Anyway, you will always be welcome at Chioria Boutique. I would love to see you both again at the upcoming Fontaine Fashion Week as well. Да нет у меня вопросов. Okay, see you around. Кстати, у нее тоже прикольный голос, мне нравится. Стала в позу, спрятался, вижу. Еще один геоперсонаж будет у нас. Хотелось бы сказать в скором времени, но нет. Сейчас который день? О, еще 33 дня получается этого патча. Потом еще 40 дней следующего патча. И только потом, возможно, выйдет теория. Короче, да. Весной увидим ее. Правильно считаю? Вроде да, около того. Тут осталось 5 дней до Нового года, да. Да, год. Известно, что он нам несет Новый год. Будем надеяться, что-то получше, чем этот. Тут что-то кругом вообще какая-то херня происходит. Нездоровая. Так, ну чё, наверное, пойду я пофармлю еще. «23-й юбилейный год говна, надеюсь, последний». Ты имеешь в виду, что типа 10 лет уже всякая херня происходит? Чё? Типа юбилей. Не, реально, я помню, что-то кто-то закидывал такую теорию про то, что
в 12 году реально случился конец света, и все, что сейчас происходит, это какая-то симуляция или, ну, типа, сон собаки, как это в фильмах бывает. Типа, все это не настоящее, мы все уже давно мертвы на самом деле. С 19-го все пошло не так. Ну, для меня с 13-го все-таки. Как бы, да. С конца 13-го, потому что с начала 13-го, кстати, было вообще супер охерительное. И даже лето 13-го было просто охренительное. Ну, не во всех аспектах, конечно, но да. Начало лета, скажем так, да, было охренительно. Дальше там уже не очень пошло. Но там такое. Не то, о чем я хочу рассказывать, в принципе. Не говорю, а конец 13-го там вообще полная жопа была. Это все сон справедлив. Да, говорю, это все сон собаки. Или как это, некоторые постят этот мем, типа... что на самом деле, типа, сейчас на дворе 2007 или какой-то там год, все, что сейчас происходит, тебе мерещится, потому что ты наслушался аудионаркотиков. Типа, тоже был смешной мем. Аудионаркотики, блин. Очень смешно. Уверен, кстати, кто-то даже ловил приход с этой темы, потому что самовнушение — это очень сильная вещь. Хотя на деле там ничего такого нет. Это так не работает. Вот так вот. Мне в 13-м году 13 лет было. Ела песок. В 13 лет ела песок. Зачем? Не, ладно, когда тебе лет 5, ты играешь в песочнице и ешь песок, ну, блин, 13, чё? Это наспор было просто. Вот. Блин, а сколько мне было? В 13 году. Мне уже 18, по-моему, исполнилось тогда. Не, уже даже... Я уже не помню. Блять. Ну да, мне 18 как раз исполнялось. Правильно же считаю или не? Блин, я реально не помню. Просто уже настолько давно это было. Не, или... Блин, не. 19 у меня было в 13-м. Ну, то есть у меня... Да, короче. Тут сложно, потому что у меня этот день рождения получается во второй половине года. Потому сложнее считать. Ну, 19, да, мне исполнилось как раз в 13-м году. Есть какие-то планы по играм на 24-й? Ну, кстати... Ну, только... Пока только F1 23 поиграть. В 24-м году, как обычно. У меня всегда, кстати, такая тема, что начинается новый сезон формулы, и я, короче, начинаю играть в эту формулу предыдущую. Как раз. Ну, тут, может, раньше будет. Посмотрим. По настроению. Короче, надо эти квестики поделать еще. Да не, песок не ела, но фигня какая-то страдала точно. Все мы в 13 лет всякой фигней страдали. Чего уж там говорить.
клубняк мы всякий слушали тогда. Да. 13 лет. Меньше на перед сопротивления к 100. Как раз у меня ни одного персонажа в этой пати нет. Во всем виноват ценник F1. Ну, отчасти да, но как бы... Я не уверен, что я бы хотел и за полную стоимость его покупать. Ну, то есть... Там не настолько много этих обновлений, чтобы платить full прайс каждый год за нее. Потому что мне кажется, это перебор. Типа вот за полцены, да, было бы более адекватно. Потому что все-таки это конвейер, как-никак. А если это конвейер, значит там хотя бы в половину меньше работы, чем над новой любой игрой, да? Соответственно, ценник должен быть половинный какой-нибудь. Я так считаю. Мне, кстати, этих челов не обязательно было бить сейчас. The wrong test subject. The depth beckon. Attack! That's the way. Where'd that come from? А, ну, конечно. Feast your eyes! Come at me! Be still. Сколько это с ранних хп, вот реально? 500 тысяч хп, да? Потому что порядка 300 тысяч уже бахнул в него. Блин, мне все-таки интересно, где Аят? Аяк, Аят. Где они вообще лазят? Что это за фигня? Куда их реально запихнули? Что за... Приключения. Мне нравится написано приключения. Только это ни хрена не приключение, это в картишке играть, блин. Недогвинт, который, блин. Спасибо, неинтересно. Бля, еще играет кто-то в Гвинт? Хотя, наверное, играет, если там турниры устраивают. Хотя вон поэтому по артефакту тоже, по-моему, каких-то пару турниров был. Если еще кто-то помнит артефакт. Такое позорище, конечно, вышло. Хотя этой с тесовской версии картишек тоже какой-то позор был, по-моему. Как она, Test Legends называлась. Я в нее даже играл. Когда она в бете еще была. Меньше накрил сопротивление. Картишки на деньги надо играть. Ну тут, кстати, деньги-то и не дают, по сути. Ни гемы, по-моему, не дают. Ну да, гемы давали только за прокачку уровня. Уровень я весь прокачал. Там новых, по-моему, нет уровней. Теперь дают только валюту вот эту, за которую ты картишки новые покупать можешь.
Ну, говорю, мне очень не нравится эта игра, потому что, ну, это рандом на рандоме просто, ну. Это, типа, должно быть интересно. Это вообще не интересно. A proper send-off from the Spina with love. Hey there! Kamisato on. Suiyu. Coming at ya! Все, ему мало. 100 тысяч в лицо залетает, блин, и все ему мало. Ему робот. Так. Что еще? Цветы для Бруно, молочный забег. Понял. Просто принести тому челу одно, другому челу другое. Он по-любому планирует тоже это, стать мстителем. Зачем еще ему нужны радужные розы? Я бы присмотрелся к этому челу. Не, он не так прост. Тоже хочет косить, говорю, под мушкетеров. Так, это что, под землей? Скорее всего, да. Да, не так. Я ни хрена не угадал. Забавно, что, несмотря ни на что, он все равно показывает путь. Куда идти. Бля, я как раз хотел сказать, что он газетами, наверное, торгует. Действительно, газет. У него вид такой типичный. Мальчик, который торгует газетами. Так, ну еще одного босса. Надо бахнуть. В принципе, все с этими заданиями. Данное сопротивление невосприимчиво криво. Забавно, вот когда этим персонажам, у которых есть какой-то свой базовый резист к какому-то одному из элементов, еще добавляют невосприимчивость еще к второму элементу, блин. То есть у нее повышенное сопротивление гидра в базе. Теперь у нее еще невосприимчивость к криво. Благодаря этому модификатору. Естественно, да, ее даже заморозить нельзя. Но опять же, весь прикол Геншина в том, что здесь все-таки 7 элементов. Правда, в моей команде нет никакой синергии. В этом проблема. Ну да, конечно. Конечно. С другого конца карты. 20 попаданий в секунду.
Хорошо, ладно. Пойду возьму нормальную команду. Капец, не могу на тебя подписаться, не дают. В смысле? Кто тебе не дает подписываться? Twitch? Что происходит? Проще так сделать просто. А зачем в принципе на меня подписываться? Ну, как бы. Тебе запрещено тратить деньги. Ты же из той самой страны, понимаешь? Twitch говорит, я запрещаю вам тратить деньги. Все. Они точно так же и русским стримерам говорят, типа, мы запрещаем вам получать деньги. Как бы. Поэтому почему удивляться тут? Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Nowhere to hide. Ой, а что такое? Что, коллектор сопротивления нету, да? Speed of light. Belongs to ice and snow. Блин, мне так нравится команда, блин. Кицин, который прическа в виде кошачьих ушей. И кошка-девочка Кирара тоже, блин. Смешно так, конечно. Синергия у них такая еще, блин, получается. Забавно. Бля, я помню, кто-то сделал, реально собрал команду чисто из кошка-девочек. Там же теперь их полно в этом. Не, Кирара это вообще целая отдельная история. У него вон лапки. Она бегает. У нее самые настоящие лапки. Блин, как это показать-то? Это надо, чтобы у нее нога в воздухе висела. Там видно, потому что это... А анимация у нее вот эта... Это вообще отдельная история, блин. Я помню, я реально... Недели 2 или 3 просто тупо ржал, бегая вот в таком виде. Это очень смешно, потому что, блин. Просто она забирается в коробку и начинает бегать. Да, это чисто мем такой. Блин, а сколько вообще реально кошка-девочек в игре? А, ну вот, кстати, еще одна тоже, которая косит под кошка-девочку, на самом деле это не настоящий кошачий уши. Вот у нее есть нормальные уши, человеческие. Вот это настоящая кошка-девочка. Ну, видно по ее поведению сразу. Вот это настоящая кошка-девочка. Вот у нее уши. Только кошачьи есть. Ну и хвост, естественно, тоже. Спрятан на нее. То место, где должно быть у людей уши. Ну реально, несложно собрать команду полную кошка-девочек, но проблема в том, что, опять же, синергии такой не будет. Классно. Хотя, в принципе, Линет может выполнять ту же функцию, что и Казуха в команде. Но, ну, получается, не хватает... Не, ну, можно фейковую кошка-девочку взять тоже, да. Но, опять же, Крио нормально работает в пис команде с Электро, да. Но не в такой команде, конечно. Да, блин. Просто Казуху поменять. Или нет. You lead the way. Команда, которая на 90% состоит из кошка-девочек просто. Теперь. И самое смешное, что у них у всех одноручный меч. Что самое интересное. То есть совпадение такое. Причем, по-моему, у Кирары или Нет один и тот же меч, да. Ну, как раз
Как раз это у обеих по воне. Хотя Кираре можно этот меньше дать, чтобы щит сильнее был. Хотя мне и так 40к хп. Теперь 44. Да ладно. Вот поэтому, блин, Геншин и балдежная игра. Персонажи прикольные. Мяу команда. Котики правят мир. Кошка девочки. Кошка девочки. Как там это? Блин, я не помню. Блин, как там звучал? Был смешной какой-то мем про кошка девочек. Не, сейчас мем из последних там про кошка-жену. Что типа партия выдает вам кошка-жена. Там что-то было про генную инженерию, как раз, что типа этот... Что-то типа каждому рабочему по кошка-девочке, типа, благодаря типа нашим генным инженерам, что-то такое. Это такая странная тема была тоже, мем. Старый. Так, что еще надо сделать из недельных вещей? Так, кнопка. Вот эта кнопка. 20 блюд надо сейчас еще сделать. Ну, кстати, можно пройтись по боссу. Реально. Побахать. Фармить боссов мне, в принципе, сейчас не нужно. В принципе, я уже прокачал всех, кого хотел. У Нави вон уже 85-й. Еще собираю книжечки потихоньку. У меня было 90. Кстати, забавно, что замечали. Нави же отлетела, я забыл. Заметили, что она, когда стоит где-то в поле. Чё? Правда ли это? Ну хотя тут и так все колышется в этом поле. Сейчас просто вот эта анимация ее, где дует ветер, говорили, что влияет на окружающую среду. Типа тоже цветы клонятся в сторону ветра. Ну, осталось только подождать, чтобы это увидеть. Но это не та анимация. Тоже неплохо. My Фотосессия в цветочках, да.
time with the Spina. Да не, у нее классная вот эта анимация с очками, конечно, Is worse чисто. than not carrying one at all. Как тот самый мем Deal Visit. Если вы еще помните такой. О. Придется отойти. Oh. Oh. I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. Oh. Oh. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me.
time with Espina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. Oh, oh, mm. Oh, oh, mm. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? Oh, oh, mm.
time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. Oh, oh, um, mm. Oh, oh, mm. Oh, oh, mm. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? Oh, oh, mm.
My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. Oh, oh, um, mm. I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. Oh, oh, mm. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart?
I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. Oh, oh, mm. Oh, oh, mm. My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. Oh, oh, mm. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart?
Oh. I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. Oh. Oh. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? Нет, я не уснул, но да, надолго получилось. Отлучился. Уже 20 раз каждая анимация, наверное, проигралась. Но я обратил внимание, что да, вроде как работает эта тема с цветами. Прикольно. Прикольно. Что это начинает наклоняться в нужную сторону от ветра. В общем-то, чё надо доделать? Пройтись по боссам, я говорил, можно. Еще. Приготовить 20 блюд. Можно тоже сделать. Хотя забавно, как раз набежали те самые нужные 3 часа стрима. По-прежнему с Геншин стримлю только потому, что за это дают гемы. А почему, собственно, и да. В общем-то, где? Видите, это что, объявление? Да, это объявление приглашения на шоу Линни. Самая шляпа и кот. А это что такое? Паровая птица, да, что-то там про это. Кстати, я же еще можно бы поучаствовать во всяких мероприятиях ивентовых. Или не надо? Или это скучно? Что более скучно? Готовить 20 блюд, пробежаться по боссам или сделать эти всякие штуки? Я же не помню, что тут. Ты в порядке? Способ избавиться, нужно хорошенько подумать. В смысле, она... Я думал, она ивентом заправляет. То есть ивентом заправляют только эти, у которых особые значки есть, да? Ладно. Тут, по идее, уже все должно быть открыто. Да. Погнали, постреляем, поключу. Да. Награды, наверное, собирать не буду, как раз
счет дейликов потом буду собирать награды. Все равно еще сколько там, 10 дней, даже больше. Защити высокоценный груз, победив всех противников. Некоторые... Опять защита аэростата, да ё-моё, от нее нигде не отделаться. В дейликах она, тут опять она. В некоторых этапах может появиться высокоценный груз, победите всех врагов, защищая этот груз. Чтобы улучшить управляемость в симуляторе стрельбы, настройте чувствительность камеры. Я уже это настраивал, спасибо. Промазал, к сожалению. Хотел в бегущего по красоте попасть. Но не пошло. Семь из 37. Вот это да. Блин, кстати, груз-то повреждается, да, от этого повреждается. Бля, а что с камерой-то случилось? Нет никого, не буду бахать. Еще он по кругу туда-сюда, блин, что за бред? В этом же нет никакого смысла. Эх, теперь двое, кайф. Да, блин. Он еще, главное, останавливается так вежливо возле каждого врага, блин. Это бредятина, блин. Да. Но, по-моему, это не сильно отличается от того, что если бы я сейчас реально просто это... блюдо готовил. О, вот это еще больше всякого. Теперь этих механикусов бахать. Меков. Бейте всех противников, используя ограниченное количество снарядов. Вижу, бочку стреляю. Показалось, что он звездочкой сейчас улетел? А, понял. Все впустую. Спрятался. Так, и чё? Так, это ваншот был. Неплохо. Так, ну тут надо подгадать момент, когда подойдет тот чё. Время-то не ограничено, правильно? Ой, я уже испугался, что тебя украли.
Кому я нужен о чем-то? Так. КС внутри Геншина, да, это типа... Когда купил АВП, стоишь, настреливаешь. Че над перебежками? Нифига. Ну, грамотный, что ли? А, ну ты, конечно, тут же задержка у пули, блин, как в мозгу у того, кто это кодил, блин. А, ну, понятно, короче. Это... Ну, челленджи тут, как всегда, да, типа для тех, кто на телефоне играет, да. Сделано специально, чтобы могли справиться даже те, кто на телефоне играет. Еще и аэростат тут, блин, все сразу вообще. Защитить его, ну, конечно, конечно. Аж так весело. Все же обожают товарный аэростат говна. Как грамотно они придумали. А в чем смысл вот этого вот перезарядки в полчаса? Надо было просто подождать, сэкономить пульку. И стоит, главное, ждет, пока это размажет аэростат. Слишком просто будет без перезарядки. Но можно было хотя бы побыстрее, чтобы она проходила немножко. Ощущение, как будто полчаса перезаряжает. Вот это реально мушкет, который заправляет еще с этой палкой такой, когда порох утрамбовывают. Отлично. Выполнено все. Так, что там еще есть? Воды нету, да? Остальное в других местах где-то. Основной сюжет закончен. С этим тоже закончили. А, эти... Блин, не, я не хочу, кстати, эту фигню. Или пускай. Ладно. Это что, это съемки, да, по-моему? А, не, это не съемки, это как раз боевой ивент. Нормально, это прикольно. Что тут? Мало конфликта, мне нужен огонь, как при взрыве. Показания Мельес. Оператор сделал изображение однотонным. Кажется, только подобная стилизация кадра может удовлетворить запрос этого наиталантливейшего режиссера. А бонусы какие тут? В течение 12 секунд после использования при попадании обычной атаки активного персонажа. После использования чего? Наверное, элементального скилла, потому что я имею здесь. Противник на месте последнего возникает
ударная волна, которая наносит истинный урон по противникам поблизости. Таким образом можно вызвать волну максимум 1 раз в 1 секунду. Ну, пускай будет Емия. Я только свою возьму эту. И щит, наверное, какой-то надо, да? Это будет Лайла, наверное. Нужно пойти на ивент с тортиками, угадать, подшарен или нет. Я ж не купил эту игру, о чем? Strike is one. Don't be scared. Things are about to get dicey. Gotcha. Quietly now. Блин, я еще это... Оружие хреновое. Если забыл, что надо вот это делать, потом переходить на других персонажей. Stars, shine for me. My guiding star. Fuse is lit. Это смехотворный урон, на самом деле. Что за по 30 тысяч всего? Here come the fireworks. Busted. Here comes the catch. Break a leg. Observe. Don't be scared. Not now. Да, бонусный персонаж, конечно, не радует уроном. Your grand finale. My guiding stars. Cold. Game's up. Fun is over. Quietly now. Time for a light show. Don't be scared. Observe. Strike is one. Not now. Gotcha. Busted. Things are about to get dicey. С Юми, кстати, главная проблема, то, что ты не можешь выбирать сам цель. Что автоматически в кого-то цель. Блин, 8000 это все еще золото. Сколько надо? 16 тысяч набрать, чтобы, блин, выбить платину. Бредятина. Жизнь, конечно, придумает еще. Ну ладно. Просто можно было бы не не этих, не демо персонажей брать. А, вот как раз тот самый момент, когда у меня есть все эти персонажи. Но очевидно, что это хотят националку, чтобы я взял под нее. Походу. Бонусы, да. В течение 12 секунд после использования урон от взрыва стихий всех членов отряда увеличится на 80%. Если энергия персонажа ниже 70%, скорость восстановления энергии повышается на 50%. Короче, да. Сейчас и посмотрим. Это уже не бонусные персонажи, это уже мои персонажи прокачанные нормально. There is no issue. Everybody stand back. You're toast. Ring cutter. Inazuma shines eternal. Ну, плюс моя любимая националка. Хотите у них хп, конечно. Illusion shattered. Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. Eat this. Let me read you a verse. Rain outlines your fate. Torn to oblivion. Теперь вроде не так много. Shine down. I'm going in. You're toast. Ring cutter. No, my soul. Блин, если бы они вот это еще не убегали от тебя, Inazuma shines eternal. было бы поинтереснее, конечно.
Ну, наставить врагов, которые от тебя убегают, это гениально всегда. Teamwork is dreamwork. I'm the frog man. It's the... Time to act. Eat this. Let me weave you a verse. Huh? Rain outlines your fate. Torn to oblivion! Illusion shattered! I'm going in. Nice and spicy. Witness the power of Gugwa. Now you shall perish! Здоровяк просто рассыпался в секунду. Everybody stand back. Booba, get them. You're toast. Наконец-то платина. 12 тысяч. Жена обычных противников 14, элитных 12. Так, ну кто следующий интересный бонусный персонаж? Сумеречный финал. Последняя экшн-сцена. Давайте все соберемся. Сцена для финальной битвы готова. Камера на месте. Скоро будет снята самая удивительная сцена во всем этом экспериментальном фильме. Куча гидра всяких никчемышей. В течение 12 секунд после использования. Чего использования, сука? А, этого скилла. Все, я понял. Это скилл, это описание этого скилла, который на Т. Все, я понял. После использования, блин. Когда персонаж получает элементальный осколок, созданной реакцией кристалл, геоурон, наносимый всеми членами отряда, увеличится на 30%. Эффект длится 6 секунд и может складываться до 6 раз. Прикольно, что они намекают на какой-то моногео, что ли. Но я вот так сделал, потому что кристаллизация нужна. Нужен кто-то, кто будет давать другой элемент под кристаллизацию. Там это будет Синлин. Потому что там много еще гидра челов, которые будут отлично испаряться. Опять-таки. Так что да, погнали. Моя Нави по-любому должна быть посильнее, чем демо. Других вариантов быть не могло быть. О, нормально. С руки, блин. О, 260. Красиво. Блин, сколько эффектов, это просто жесть, конечно. А закончится когда-то пира слаймы, ну типа. Я все понимаю, но они задолбали разлетаться по всей карте просто. Во. Пошли гидрочелы. А, не успел. Только-только откатилась. Обычных 46, элитных 3.
А, ну, то есть, получается, больше 10 тысяч, да, надо набрать? Или чё? Или больше 9? Может, не знаю. Ну, 8 было недостаточно же. Больше 10 и тебе дают платину за это. Так, это что? А, оценки. Достиг, конечно, оценки. Ну, по сути, получается уже... Это последнее было, да? По-моему, это 4-й, последний. Так, это что? А, мега-шары. О, это как раз коопный ивент тут. Тоже прикольно бегать с другими игроками. Местный режим. Экстремальный погонь называется. И тут можно выбрать персонажа. В принципе, это ничего не решает персонаж. Просто берешь своего любимого персонажа и кайфуешь. Бегаешь за него. Ну, хотя я в таком случае, наверное, это... Должен был бы Китсен выбрать. А это что такое? Это я выбираю, что ли? Непонятно. Или это что-то типа они могут быть разные? Проводится на 5 площадках. Выбор площадки производится случайным образом. Понял. Время испытания каждого участника будет своя заданная область. Моя желтая, как раз туда нужно загонять эти шары. Я просто уже забыл, что как работает тут. Да. Вроде было повеселее, не? Большой. Ладно, я кому-нибудь его подарю, фиг с ним. А, нет. Большой. Да куда ты? Дай мне. Большого. Да. Все за большого борются. От жадности. Да че я застрию-то, ё-моё? Ага. Чё? Чё они медленные такие, кстати? А, ну, конечно, да. Меня он игнорирует целиком и полностью. Нормально. Балдеж просто. Опухление. Доставлено обычных шаров. 24. Ни одного экстремального. Роскошных шаров 5. Чё? Ничего не понятно, что это значит, ну ладно. The scenery here is wonderful. I've landed the
Окей. Так, еще... Сколько? Еще 2 раза, по-моему, да, так? Да. Что надо брать эти 5000. Красно. Теперь красные ворота мои. Как оно все неторопливо происходит? Ну да. Насрать. Самое главное, что они загоняются. Чем быстрее мы загоним все доступные... А, хотя нет. Нет ограничений. Да. Блин, не в ту сторону полетел. Не важно. Ограничение именно по времени. Просто чел встал перед моими воротами. Типа, нормально. Перекрыл все. Нормальная тактика, конечно. Стоять перед чужими воротами. Ну, собственно, почему бы и нет, да? Если да. Принято участие в испытании. Это утешительный приз, когда ничего полезного не сделал. Так, ну еще один. Еще один раунд. Но я реально не понимаю, почему иногда эти шары игнорируют мое присутствие. Просто потому, что кто-то бежит и все как бы. Почему-то ему преимущество. Хотя написано, что они реагируют на всех одинаково. Ладно, пускай этот раз будет, наверное. Синяя область теперь. Ну, мне 900 очков надо забрать все. Это проще простого. Что за звук? А, это нахида, блин, такие. Смешные звуки выдает. Начал просто AFK стоять. Ему просто насрать. Ну, по крайней мере, в этот раз я не был на последнем месте, правильно? Правильно.
Да мать твою, это серьезная игра. Просто взяло, завернуло перед моими воротами куда-то. Зачем-то. «55, 12 прыжков обычных шаров, 23. Принято участие. Главное не победа, главное участие. Ну вот да, как бы. Да это вообще такой ивент какой-то. Ни рыба, ни мясо, по-моему. Странная фигня. Просто бегаешь, что-то шары гоняешь. Не скажу, что прям такой, ну, типа, вообще никчемный. Ну, нормально, нормально, в принципе, как развлечение для разнообразия. Пойдет. В кадре. Сейчас еще надо будет тоже пройти это все дело. Три книжечки еще. Так, ну это последняя категория как раз. Ну да, и тут тоже всего 3 осталось задания. А, то есть мне теперь пешком туда еще идти? Вот это вы придумали, конечно, классно. А чё нельзя было телепорт сделать? Как во всех нормальных ивентах, да? Нет, блин, иди пешком. Кайф. Потом оно еще на карте будет 2 дня светиться. Подсвеченное, потому что... Под палящими лучами солнца... Ожидание под палящим солнцем. Под палящими лучами солнца главная героиня, роль исполняет Нави, ждет свою подругу. Роль исполняет Пайман. Но последняя плохо переносит жару и появляется перед главной героиней в ужасном состоянии. Главная героиня достает зонтик и очки от солнца, призывая подругу вместе укрыться от солнца. Офигительная сцена. Так, требования к положению. Подчеркните знойность дня. Ну, наверное, на солнце надо направить камеру. Вторая сцена. Снимите сцену ожидания и покажите выражение лица актрисы. Нави. Ну, вот это хороший кадр, потому что просто как там это было. Правило 2 третей или как оно там. Ну, вообще оно тут исполняется, а не здесь. Ну, ладно. Так, требования к положению. Сцену встречи 2 актрис. Ну, вообще я бы... Ну, ладно, вот это, наверное, самое адекватное. Покажите изнеможенное от жары. Это правильное вообще слово? Не изнеможденное оно разве? Вообще, шары милые, кстати, я бы за ними погонялся. Медных с такси, конечно. Не, ну, кстати, блин, реально странный подход в плане того, что... Я говорю, во все остальные точки телепортироваться можно спокойно, а тут бежать надо зачем-то. Короче, лицо Пайман надо показать. Лицо Пайман представили. Как же хочется макаронов. Ну, Пайман именно так бы и сказала на самом деле. Ну ладно. Она же не себя играет, правильно? Припекает солнце. Снимите, как актриса держит зонт и очки от солнца. Естественно, вот это оно. И текст. Ничего, у меня все готово. Пойдем ко мне под зонт. Вот он, мой шедевр.
20, плюс 20. Это вроде идеально, если текста нет, то только плюс 20 можно получить. Вроде как. Вот, с текстом плюс 30 сразу. И еще плюс 30. Потрясающе. Да. Профессионал. Что поделать. Так, ну и теперь следующая часть. Снова куда-то бежать. Сделка. На втором этаже добор отеля, кстати. Тут хоть поближе бежать. Хотя еще одну прогрузку ждать. Прям как в Старфилде. Так вот, откуда тут... Хотела... Так себе что. На самом деле прогрузки у них были всегда, потому что это говёный движок, которому 300 лет уже. Приехав в Фонтейн, торговка фейерверками встречается с клиентом в добор отеля, чтобы обсудить продажу товаров. Кто этот? Рикити. Ноунейм какой-то. Не могли взять персонажа какого-то. Внимательно изучив образцы, клиент хвалит качество товаров. Торговки фейерверками. И двое договариваются о сделке. Снимите, как клиент осматривает образцы на столе. Снимите, как клиент общается с таинственным продавцом. А таинственным продавцом, ну вот, это очевидно. К сожалению, качество этих образцов одежды не... Какой одежды? Консультант! Просто. Вы гарантируете эффективность этих товаров? Раскройте личность таинственного продавца, подчеркните выражение лица. Ну, по-любому надо вот использовать сцену. Блин, это очень смешно. Я не знаю, блин, настолько... Ну, хотя, наверное, блин, было бы еще хуже, если бы все были кадры похожи. Ну, вообще, можно было бы реально 8 вариантов, например, сделать, и чтобы 3 из них подходили под описание. Ну, и типа с разных ракурсов какие-то были бы. Но, опять же, никто особо не заморачивался, как всегда. Продавец демонстрирует клиенту товар с маркировкой. Ну, товар есть только в этом кадре. Поэтому, да. Самый популярный продукт последних лет, который выбирает знаменитости. У гостей получится самый большой и красивый фейерверк. Думаете, можно наесться? Лучше нельзя же. Понятно. Про фейерверки надо сказать, очевидно. Снимите реакцию клиента. Вот, ну, здесь по-любому реакция идеальна. Хотя тут тоже хорошо видно реакцию клиента сразу. Его плеши на макушке. Короче, да. Покажите, что двое договариваются. Договорились. Другие варианты, ну, блин, закадровый текст, конечно. Здравствуйте, вы гарантируете эффективность этих товаров? Это самый популярный продукт последних лет, который выбирает знаменитости. Договорились. Что-то я не доделал. Я, кстати, не посмотрел даже, где я не доработал, какие сцены. Че, реально вот это надо было выбрать? Что мало дали тут. Плюс 20. И текст плюс 10. Все правильно. Плюс 20. Плюс 20. Плюс 20. Текст плюс 10. Текст плюс 10. Ну да, все правильно. Просто один кадр не тот был. Вот этот вот.
Не, ну а как еще ты покажешь, что договорились? Просто надо сказать, договорились, и все. Логично, блин. В титрах потом напишут. Главный режиссер или сценарист, этот, Кэп. Просто Кэп. Так, ну еще одну сценку можно снять. Фильм в мгновениях, да? В мгновениях. Это тоже недалеко здесь, кстати. На углу улицы Курде-Фонтейне актриса с фотокамерой роль исполняет Шарлотта. Ну кто же еще? Видимо, они когда на роль брали, главным требованием было, чтобы у актрисы была своя фотокамера. Но я не знаю, как иначе это объяснить просто. Это очень смешно. Потому что выбирает угол съемки, чтобы в кадр вошли все прекрасные пейзажи Курде-Фонтейна. Сравнив несколько вариантов, она принимает решение. Так, покажите обстановку персонажа. Ну, я бы сказал, что вот это. Если... Или все-таки надо саму обстановку. Ну, мне кажется, что надо саму обстановку все-таки. Черкните выражение лица актрисы во время мыслительного процесса. Ну, крупным планом, естественно. Объясните, зачем актриса установила на улице фотокамеру. Кажется, в мой отчет для главного редактора закралась ошибка. Если снимать с этого угла. Ну, чтобы снимать... Ты серьезно? То есть, ну, блин, если это правильно, я... Может быть, купить новый объектив после получения зарплаты. Снимите, как актриса задумалась перед фотокамерой. Блин, вот жаль этот кадр не сзади, я бы тогда сказал, чем она задумывалась. Было бы смешно. Перед фотокамерой задумалась. Ну, я не думаю, что саму фотокамеру только надо показать, если она задумалась. Скажите, как актриса размышляет над тем, что будет фотографировать, и включите в кадр пейзаж. Ну, наверное, так. Снимите выражение лица актрисы, подчеркнув смену эмоций. Ну, очевидно, что только этот кадр подходит. Текст нужен. Передайте мысли актрисы при выборе угла съемки. Нужно немного потерпеть, пока гонорар не поступит на счет. Блин, это Шарлотта, а не Мона же. У Моны вечно с деньгами проблемы. Да, так на снимке Курде-Фонтейн представим в его самом прекрасном виде. Кажется, это обманчивое ощущение. Точно обманчиво. Кажется, это обманчивая фраза, которая нам не нужна. Обстановку и персонажа. Там не было про персонажа ничего, кстати. Про персонажа, кстати, не было ничего в описании в первой сцене. Обманули, получается. А, не, есть. Ну ладно. Когда зарплата пришла на карточку, просто последний кадр. Довольное лицо. Реально, что-то много вариантов было про зарплату этих фраз.
Ну и все, получается, на сегодня. My time with the Spina has taught me that Опять же, carrying an unreliable weapon is побахать пойти боссов, что ли. Кстати, тут добил как раз 100%. Хотя здесь еще, ну, штук 5 сундуков есть где-то вот в этом районе. Под водой. Тут уже 83 тоже. Но тут еще не начинал даже, по сути. Не, карта вообще гигантская на самом деле. В Кеншине это просто реально. Это жесть. Не просто так тут есть эти вещи теперь. Чтобы переходить от одного региона к другому. По-быстрому. А, еще же экономия есть, которая другое измерение, типа. Подземные шахты разлома. Типа разлом надземная шахта. И тут подземная еще есть. Блин. Думал, чихнуть, но не получилось. И Назума. Это Япония местная. Да. Конечно. Картинка, в которой это все складывается. Блин, а в следующей обнове то ли где-то здесь промежуток как раз добавят, то ли сюда куда-то. Короче, целый клочок карты, короче, добавят в следующем обновлении, который соединит эти два региона. То есть куда-то, где-то здесь. Я вот не помню. Вроде где-то здесь вот как раз, да. То есть дыра сейчас. Вообще странно, конечно, то есть как выходили обновления, то есть от Сумеру, типа лес тропический, потом пустыня. Причем она вышла сначала нижняя часть пустыни, потом верхняя часть пустыни, потом добавили эту фигню, потом еще добавили эту фигню. Потом через сколько-то там вышел Фонтейн и пошел сюда просто. Забавный путь, конечно. В обход. А следующий регион, по-моему, где-то в этом районе вообще. Или... Ну, короче, да, где-то здесь, по-моему. Следующий новый регион, который Пиро-регион. А снежная вообще, наверное, я даже не представляю. Ну, она на севере, очевидно, что где-то. То ли здесь, то ли... Короче, да, где-то, наверное, в этом районе. Ну, хотя... Пространство, как раз вот тут пространство. Снежное. Это получается... Получается, да, это будет 6-й и 7-й регион. Последняя. Ну, то есть, каждой нации, каждому элементу, соответственно. То есть, первый был Анема, второй Гео, третий Электро, потом Дендра. Сейчас вот Гидра. Арка элементная. Гидра, потом Пира, потом Крио, соответственно. Будет русский регион. Самый последний, снежный. Откуда злые русские по всему Тайвату бродят. Эти фатуи. Хотя нам уже показывали, что не все фатуи плохие. Страшно с такой огромной картой? Да ничего страшного. Ее не обязательно на 100% зачищать. Тем более, что вот как раз эксплоринг здесь, ну, экспроприирован прямо из Legend of Zelda. Как он там? Breath of the Wild. Ну и следующая часть, которая, ну, там по-моему, эксплоринг один в один.
Многие вообще говорят, что это больше как дополнение, чем новая часть, которая Tears of the Kingdom, по-моему, последняя. Ну, то есть оно не напряжное. Ну, хотя относительно. Некоторые загадки душные. Супер душные некоторые загадки. Но в основном, да, эксплоринг такой прикольный. Бегаешь, собираешь сундучки. Решаешь какие-то простенькие головоломки. Короче, да. Ну, я жду просто продолжения сюжета. Это самое интересное, как по мне, в Геншине. Это как раз мейн сюжет. К чему все это идет. И... Почему один из близнецов с бездной водится. Почему только один из близнецов считается как раз этим сошедшим. Ну, то есть, который пришел в этот мир. Хотя в начальной заставке показывают, что мы вдвоем путешествовали, типа. А в итоге записи, архивы местные говорят, что сошедший только один из близнецов. Непонятно. Непонятно. Закрутили, конечно, сюжет, закрутили. А, кстати, да, в одном же из следующих обновлений как раз и должна быть какая-то новая арка про близнецов. То есть последнее было вообще ни о чем, по-моему, этот Кариберт, который про Хиличурлу. Вообще, по-моему, ни о чем. Хотя она относится как раз, да, к арке близнецов. Типа. Это весьма странно так. Ну, наверное, потом станет более понятно, к чему этот Кариберт был. Потому что, в принципе-то, мы и до этого знали, что жители Генриах были наказаны. Большинство из них были превращены в хиличурлов. В итоге. Короче. Ладно. Это все спойлеры глобального сюжета. Я говорю, он такой запутанный. В принципе, самое интересное, наверное. Что здесь есть. В общем-то, да. На сегодня хватит. Было прикольно. Закрыл ивент, наконец-то. Ивент... Ну, кстати, неплохой ивент, вполне себе. То есть, я единственное, что по первым 2 дням казалось, что сюжета будет прям очень-очень много. То есть, когда я сидел и реально, я сколько, 1,5 часа смотрел это кинцо. И в итоге потом последние 3 дня уложились в час просто. Типа, чё? Странно. Несколько как-то. То есть, начали так прям жестко, основательно, а потом быстренько так свернулись. Все, конец. Самое главное, что тему вот эту со съемками не то чтобы сильно раскрыли. То есть, ой, ну мы там 5 дней уже снимали, и как бы все доснимали, все хорошо. Все, блин. Да. Ну, зато сюжет с убийствами раскрыли нормально. Вполне себе. В общем-то, да. Спасибо всем, кто смотрел, комментировал это. Всем пока. До новых встреч.